Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Пока вся семья плачет от боли, они ждут хороших новостей от Барана. После множества электрошоков Баран отрывается от матери и приближается к плачущему во сне Дилану, и в это время его сердце снова начинает биться. Вся семья вздохнула с облегчением. Когда госпожа Мельтем говорит, что не пойдет, Севрий очень злится и говорит все, что хочет. Господин Кудрет говорит Барану, что не оставит его, не выяснив, кто это сделал. Дилан постоянно думает о Баране, танцует на свадьбе, и момент расстрела постоянно проносится перед ее глазами. Гуль приходит к Дилан и спрашивает, как она. Дилан говорит: до сегодняшнего дня я не знал, что такое страх, и был опустошен, пока он боролся за свою жизнь на носилках. Когда он говорит: я так сильно разбил ему сердце, чтобы защитить его, что он чуть не умер из-за меня, Гуль говорит: судьбу невозможно предотвратить, мне очень жаль, я больше никогда тебя не заставлю. Тем временем к ним приходит Ферат и принес что-то для Дилана, но Дилан благодарит его, но не хочет это брать. Джихан разговаривает с Диланом и дает ему моральный дух, что он не оставит тебя и тоже справится с этим. Когда Джихан говорит Дилану, что твоя любовь одновременно очень невинна и очень сильна, Дилан бормочет, что наша любовь самая сильная, и Джихан спрашивает: ты что-то сказала, тетя? Дилан отвергает Джихана, говоря: мне очень повезло с нашей любовью, это самая чистая любовь в жизни. Ферат услышал, как Гуль сказал, что он не будет навязывать тебе Дилана, и спрашивает Гуля: почему ты заставил Дилана? Как только Роза говорит, что это не важно, невеста не ест, она уходит с оправданием: я позабочусь о своей маме. Приходит врач и сообщает, что Барана скоро заберут в палату. Господин Кудрет говорит Дилану, что с этого момента вы будете рядом с ним и поддержите его, но Гэжуазаде такая ситуация не устраивает. Баран идет в комнату, и Дилан ласкает его и извиняется за то, что не смог его защитить. Она держит лицо Барана и умоляет его, говоря: не смотри на мое лицо, просто открой глаза. Я так скучаю по тебе, Баран, пожалуйста, проснись и погладь лицо и волосы Барана. Госпожа Сабиха приходит к семье Барана, желает ему скорейшего выздоровления и говорит, что больница принадлежит ей и она сделает все необходимое. Затем он уходит присматривать за Бараном. Пока Дилан держит Барана за руку и говорит: ты дал мне самую большую любовь, которую я когда-либо мог испытать, в комнату входит Сабиха. Когда Дилан спрашивает Гэжу Сабиху, что вы здесь делаете, Баран пожимает Дилану руку. Несмотря на то, что Дилан говорит что-то, чтобы заставить его снова напрячься и отреагировать, в этот момент он не отвечает. Когда он собирался выйти за Сабихой, Баран просыпается и говорит ему не идти. Дилан держит Барана за руку и говорит: я никуда не пойду, я с тобой. Он пытается выяснить, кто что сделал с Геном Кудретом и Джиханом Бараном. Когда они выходили из больницы, Ферат спросил, куда он идет, и тот ответил: господин Кудрет, у нас есть работа, сынок. Когда господин Хасан спрашивает, куда они идут, он саркастически подшучивает над Фератом, который говорит, что у него есть работа, и спрашивает: почему твой дядя не говорит тебе? Чтобы отомстить за дочь, Сабиха клянется Барану, что счастье отныне запрещено. Дилан выходит из комнаты и говорит Гулю, что она держала Барана за руку и велела ему не уходить. Леди Азади приходит к своему внуку Барану и говорит: мой сын Лев, другой из моего дома, те, кто хочет свергнуть тебя, проиграют. Он говорит барину: не разрушай наш дом, не покидай нас, ты ведь знаешь, что мы без тебя не справимся, целует его в лоб и выходит из комнаты. Сабиха злится в своей комнате, и к ней приходит Хасан Бей. Когда госпожа Сабиха спрашивает, что вы здесь делаете, госпожа Сабиха спрашивает: я собираюсь вам ответить, господин Хасан критикует меня, говоря, что если мы собираемся вести бизнес вместе, мы должны проинформировать меня и ты. К нему приходят господин Кудрет и господин Джихан Гунгар и просят Барана выяснить, кто это сделал.
Ферат приходит к Дилану и спрашивает, не хочет ли он пить воды, но Дилан не хочет. Затем Ферат спрашивает Дилана, «Даже когда я видел тебя на скале, я никогда не видел в твоих глазах столько страха, как сегодня, но если ты так боишься потерять ее, почему ты оставил ее?» Понимая, что Дилан застрянет с ответом, вмешивается Гуль и предлагает посидеть немного, если хочешь. Когда медсестра говорит Барану, что с ним может остаться только один человек, Дилан радуется и направляется внутрь, а Азади преграждает ему путь и злится, потому что думает, что после всего этого ты не можешь оставаться с Бараном. Между тем, когда приходит господин Кудрет и спрашивает, что происходит, госпожа Азади отвечает Дилану, что она сказала: «Ты можешь идти домой, я останусь с Браном». Однако господин Кудрет мешает Дилану, говоря, что Дилан должен остаться с Бараном, «Пойдем домой». Затем Дилан обнимает Кудрета, говоря спасибо папе за все. Дилан ласкает Барана и читает ему книги во время его пребывания. Она очень устала от бессонницы, ложится рядом с Бараном и кладет голову ему на грудь. И он просто уснул, и было утро. Проснувшись, он наблюдает за Бараном, ласкает его и целует. В этот момент, когда в комнату входит господин Кудрет, Дилан тут же приходит в себя. Господин Кудрет объясняет, насколько спокоен его сын, на самом деле он как огонь, сын мой. Господин Кудрет ласкает волосы Барана и говорит: «Пришло время учить, и ты, вставай, просыпайся, тренер, давай, тренер», в то время как Баран улыбается. Дилан и Кудрет очень волнуются, когда замечают его. Ганусииту и Джевдету очень интересно узнать о Баране, и они звонят Дилану, чтобы узнать от него новости. Дилан говорит, что Барану лучше, и они все еще ждут, пока он проснется. Он никогда не покидает Дилана Барана ни на мгновение. Чтобы поговорить с Мелтем, госпожа Севрии просит Джевдета забрать Ягмура и сообщает Гэже Ханифе и Ганусииту, что госпожа Мельтем была поймана Харуном, когда она похищала Ягмура. Позже Цеврии говорит: «Вы должны покинуть этот дом как можно скорее», и выбивает Гэжу Мельтем к двери. Дилан очень скучает по прекрасным словам Барана и хочет, чтобы он проснулся и произнес их. Опираясь на плечо Брана и ложась рядом с ним, она говорит: мне очень жаль, мне бы хотелось, чтобы мы рассказали тебе все с самого начала и вместе нашли решение», и целует его в щеку. Хотя ей хотелось бы остаться в том моменте, когда мы встретились с вами, она помнит момент брачной ночи, когда Баран открыл за нее свои молитвы, надел ей платье и поцеловал ее в лоб. «Я так боюсь потерять тебя, Бэрон, я никогда не переставал тебя любить. Моя любовь к тебе увеличивается с каждой секундой каждого дня». Когда он говорит «проснись», Бэрон открывает глаза. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.